Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о жабах и лягушках. Если вы не французы, то вероятность того, что вам они нравятся, очень мала. Большинство людей не любят жаб и лягушек, считают их мерзкими, противными, скользкими, холодными. Но они такую нелюбовь вообще не заслужили. На самом деле лягушки и жабы очень полезны. Если у вас есть огород, сад, дачный участок, то вы должны делать все возможное, чтобы привлечь их к себе. Потому что жабы и лягушки, они уничтожают садовых огородных вредителей в ночное время, когда вы спите. Они едят слизняков, улиток, личинок вредных насекомых, находят их в траве, в земле и помогают сделать ваш сад здоровым, освобождает их от них. Многие люди путают лягушек и жаб. Различить их на самом деле не так уж и трудно. Вот это жаба обыкновенная. Как видите, у нее пупырчатое тело. У жаб обычно на теле, как их называют, бородавки, на самом деле это просто пупырышки. И у жаб также около глаз есть небольшие железы, которые выделяют яд, но он не опасен для людей и ваших домашних животных. Но если ваша собака или кошка решит укусить жабу, то у нее начнется обильное слюноотделение, вот как здесь этот жаба. А на маленьких вредителей, насекомых, он действительно может их убить. Вот. И кроме того, жабы, они не могут прыгать так высоко, как лягушки. Вот, предположим, это лягушка. Если вы с советских времен, то у вас наверняка была такая лягушка в детстве. Лягушки прыгают высоко и далеко. Жабы, как правило, совершают такие небольшие прыжочки или даже ходят. Правда, я никогда не видела, чтобы жабы ходили. В основном они прыгают такими небольшими прыжками. Вот. Затем жабы в основном живут не в воде, а только в ней размножаются. Живут они где-то в темных, таких мокрых местах. У нас, например, они прячутся в траве. Вот когда неровности какие-то есть в траве, вот в этих ямках, они вот так, на них даже иногда можно наступить. А вот лягушки в основном живут в воде, в прудах, водоемах. Но и те, и другие размножаются в воде, откладывают там яйца, икринки свои, из которых потом получаются головастики, а потом метаморфозные, а потом уже взрослые особи. Ага. У нас в саду в основном живут жабы обыкновенные, но также есть древесные лягушки. К сожалению, сейчас они замолчали. Обычно весь день слышно их тюканье, как будто бы маленькими серебряными молоточками. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Но увидеть их очень сложно. Однако у нас есть одна лягушечка, которая живет в цветочном горшке, точнее в ведерочке с водой, и она там сидит весь день, а ночью выходит на охоту. Я вам ее чуть попозже покажу. Вот. И еще такой момент. Значит, жабы и лягушки относятся к классу или отряду земноводных амфибий. Что это означает? Они могут жить как в воде, так и на суше. Оба этих вида размножаются в воде, то есть личинки они могут откладывать только в воде. Причем у лягушек личинки в виде маленьких сгустков плавают на поверхности воды, а жабы откладывают свои икринки в виде длинных шнуров, как будто бусы, такие бисера, и наматывают их вокруг стеблей этих водных растений, камышей, тростников и так далее. Все. У нас в саду 3 пруда. 2 из них с рыбками, в одних живут золотые рыбки, в одних живут, не знаю название этих рыбок, а один пруд у нас чисто для лягушек, для древесных лягушек. Поскольку я начинающий садовод, я не знала о пользе лягушек и жаб, и пруды мы разводили чисто для того, чтобы в них жили рыбки. Но буквально через несколько месяцев после того, как они у нас появились, эти пруды, пришли к нам лягушки и жабы. И по ночам они устраивают такие концерты. Я чуть попозже вам это покажу. Посмотрите на наш пруд. Этот пруд у нас экологически чистый. Мы не используем никаких химикатов для его очистки. Только растения
эти водные растения, они очищают его. Поэтому здесь много водорослей, ряска. Но рыбкам здесь хорошо живется и лягушкам тоже. Они периодически тут размножаются. Вот как выглядел этот пруд в первый день после постройки. Тут еще даже мы не подключили систему фильтрации. Следующий пруд находится здесь, в тени дерева. Вот здесь его плохо видно, он весь зарос. Раньше здесь тоже были золотые рыбки, но потом мы их убрали отсюда, потому что слишком много тени. Но лягушки его обожают. Вот это вотчина маленьких древесных лягушек. И обычно весь день слышно их тюканье. Но сейчас, естественно, мы здесь шумим, они поэтому замолчали. А вот как выглядел этот пруд 5 лет назад, до того, как в нем поселились лягушки. И вот, наконец, наш самый большой пруд. Здесь у нас живут золотые рыбки. Их 10 штук. Но они размножаются, и периодически появляются маленькие новые. Но, к сожалению, и убывают. Их ловят какие-то либо хищники, птицы, мы не знаем кто. Но, в общем, иногда их становится меньше. Вот этот пруд обожают лягушки. И все время тут по ночам квакают. Вот наши рыбуськи. 2016 год, время закладки пруда. Вот как он выглядел в то время. Тогда еще рыбок мы не запустили, через некоторое время. Вот, оформили пространство вокруг, посадили растения, тоже цветущие кувшинки и другие водные растения. Лягушки часто по ошибке падают в бассейн, приходится их вытаскивать. Они еще и квакают. Сидят тут у меня в сачке и квакают. Да? Угу, недовольны. Сейчас вас выброшу. Всю ночь спать не давали. Сас, ты что это такое, не знаешь? Лягушки? Это две сразу лягушки. Спасение лягушат. Белла, хочешь покушать лягушек? Ну снимай, Белла. Ладно, идите. Одна еще живая. Нет, они обе живые. Смотри, как они дружно сели. Надеюсь, они сейчас оклемаются и ускачут. А сейчас представляю вашему вниманию несколько актов лягушачьего концерта. Можете убавить звук, потому что будет очень громко. И представьте себе, как мы засыпаем под такой аккомпанемент со стереоэффектом, потому что пруды у нас с двух сторон от дома. Вот тут на заднем плане можно услышать тюканье серебряных молоточков. Это как раз древесные лягушечки.
Это серая гладкая лягушка, это не жаба. По всей видимости, это лягушка-бык. Во всяком случае, звук, который она делает, это именно звук лягушки-быка. Но обычно лягушки-быки очень крупные. Возможно, это еще молодая лягушка-бык, бычок или теленок. Вот эту красивую красную лягушку я увидела в нашем пруду всего один раз. Я не смогла ее идентифицировать. Но это точно лягушка, судя по ее стройной фигуре и длинным задним лапкам. Здесь вы видите маленькую древесную лягушку. А древесные лягушки имеют красные глаза, и зрачки у них вертикальные, как у кошек, а не круглые, как у жаб. Пальчики у них длиннее, чем у жаб, и сами они очень маленькие, легкие, потому что они живут на деревьях. И, то есть их вес должен быть небольшим, чтобы их удерживать. Ну вот Баста тут знакомится с лягушонком. Этот лягушонок полюбил нашу лейку. Иногда я поливаю и чувствую, что вода плохо выливается. А оказывается, в носике лейки сидит лягушка, поэтому всегда приходится проверять, прежде чем начать поливать. Ну именно вот этот вот лягушонок, он живет рядом с кухней в этой лейке. Вот иногда на окне его можно увидеть. А ночью он выходит из своего укрытия и охотится. Здесь вот на стене как раз он ловит насекомых. В последнее время он полюбил вот это ведерочко с водой, куда я ставлю обрезанные веточки. Один раз я меняла воду и вылила его вместе с водой. Я не знала, что он там живет. Теперь приходится каждый раз проверять, прежде чем вылить воду, нет ли там лягушонка. Лусенький мой лягушонок, маленький, да? Смотри, смотри, какой лягушонок маленький. Ай-яй-яй, побежал. Не бойся, малыш. Сейчас мы тебя посадим на твой горшочек и будешь там сидеть, да? В цветочках. Ой, мой холосый. Древесные лягушки очень дружелюбные. Они не боятся людей и не убегают. То есть их можно спокойно взять на руки. Он будет сидеть на руке и тихонечко прыгать по ней. Иногда эти милые лягушата становятся добычей птиц. Как вы видите, здесь дроздиха поймала эту маленькую лягушечку, скорее всего это маленький лягушонок, и принесла его в гнездо покормить своих птенчиков. Ну и птенчики с удовольствием полакомились. Ну что поделать, такова жизнь, это дикая природа. Вот это наш маленький древесный лягушонок Фред. Когда он был маленький, он был более зеленого цвета. А может это был другой Фред, мы не знаем. Ну вот он такой хорошенький, маленький, смотрит. Вот днем он спит обычно, а вечером гуляет. А, нет, Фред не хочет быть на камере. Ну ладно, малыш, мы тебя сейчас отпустим обратно. Я надеюсь, посмотрев это видео, вы станете более тепло относиться к лягушатам и маленьким жабкам, потому что они хорошие, они полезные. И, кстати, лягушки еще едят личинки комаров. Еще одна причина их любить. Пока! Вот Фред пошел обратно в свои кустики спать.